Привет, меня зовут Сергей, я занимаюсь вопросами питания, коррекции фигуры и здоровым образом жизни в целом. И сегодня я отвечаю на вопрос, что делать после похудения. Что делать после снижения веса и когда достигну результат, как его удержать. Очень важно. Очень важно иметь в виду второй этап удержания. Первый этап снижения, второй удержания. И у многих этот вопрос есть, потому что кто-то из их знакомых вес набрал опять после того, как снизил. Неважно, какими диетами, методами он снижал, но суть в том, что он набрал. И вот сейчас многие люди обеспокоены. Вот я снижу вес, что делать, как его удержать. Сейчас я дам общее представление, варианты, и, соответственно, в конце я дам решение. То, чтобы я посоветовал вам, если бы вы были моими клиентами. Итак, начнем. Но прежде хочу порекомендовать вам подписаться на мой канал, если вы этого не сделали, обязательно сделайте. И на мой второй канал, здесь анимационная вставочка, подписывайтесь. Эта тема дополняет этот канал, и я думаю, многим интересно. Переходите, ссылочка у меня в описании. Итак, приступим. Если вы участник марафона встроенности или вы работаете индивидуально со своим консультантом, нет никаких вопросов. Все будет хорошо. Объясняю. Когда вы в процессе, у вас есть куратор в виде консультанта, да, который вам помогает, контролирует, мотивирует и оценивает ваш рацион. И когда человек снижает вес, соответственно, есть дефицит калорий. И когда мы снизили вес уже, мы дефицит, конечно же, уже уменьшаем, и мы должны есть столько, сколько мы физически тратим. Да? Ну, логично. И, конечно же, если вы в процессе, опять же, этих действий, в марафоне или индивидуальной работы, вы что делаете? Правильно, вы меняете привычки питания. И когда вы меняете в процессе работы и снижения веса, и удержания веса, привычки питания, ну, на процессе удержания веса, я думаю, они уже сформировались. Привычка формируется, ну, все мы знаем, примерно за месяц и закрепляется за 3 месяца. И, соответственно, вы уже имеете правильные привычки питания, которые отчасти позволят вам удержать этот вес. И отчасти мы уже решили вопрос, что делать после снижения веса. Но не все так просто, и я, конечно же, дам от себя, если бы вы были моим клиентом, решение вопроса, как бы я посоветовал поступить в этой ситуации, потому что есть два, на мой взгляд, таких простых варианта, которые позволят, в принципе, избавиться от этого вопроса и, ну, в принципе, контролировать вес, я его так называю. Потому что всегда, возможно, какие-то будут наши жизненные колебания, ситуации, и вес может чуть-чуть набраться, чуть-чуть снизиться. То есть, ну, все равно мы будем уже удерживать его на отметке, ну, каких-то достигнутых результатов. Потому что, ну, не проходит это бесследно. Если вы снизили на 10, 15, 20 килограмм, ну, так просто вернуть 20 килограмм за короткий промежуток времени нереально. Расслабьтесь. Не получится. Это нужно длительное время, год, два, три, чтобы обратно вернуть эти. Если, конечно, вы не броситесь в крайности и не будете бездумно подходить к питанию. Но я думаю, если с вами уже поработали, не будет этого. И какая-то информация все же в процессе снижения веса, набора веса, неважно, какие у вас цели, она осела у вас, и вы на привычках закрепили ее. Все, это элементарно. Значит, разобрались мы, когда работаем с человеком, да, он помогает контролировать питание, рацион. Мы создали дефицит калорий 15-20%, мы снижаем вес, банально заменили завтрак на сбалансированный и ужин, достигли до своего результата. Что делать? Что я предлагаю? Что бы я предложил, если бы вы были моим потенциальным клиентом? Все просто, но нужно понимать, что есть что. Два варианта я вижу. Первый вариант. Мы пересматриваем с вами рацион, да, усиливаем его по калорийности, и, соответственно, вы теперь расходуете ровно столько, сколько и вы и едите. Что и как, все индивидуально. Ну, конечно, мы не, скажем, налегаем на какие-то опять углеводы, да, что-то там мы усиливаем. Нет, маленько по-другому это делается. И, соответственно, мы получаем удержание веса. Мы не снижаем, не набираем, и все, у нас такой баланс. Это первый вариант, пересмотр. Но не возврат. Имейте в виду, это важно, потому что некоторые думают, что они убрали то, что у них было в процессе снижения на диете, потом вернули, якобы будут удерживать. Вы наоборот будете набирать, потому что вы слишком много вернете.
но по привычке. Возможно, члены семьи на это тоже повлияют. И второй вариант, который многими людьми используется, когда мы на процесс снижения имели какую-то физическую активность, потому что часто рекомендуется для того, чтобы снижать эффективнее вес, нужно делать какие-то физические упражнения, зарядки, тренировки, фитнес какой-то. Вот его можно сократить, то есть интенсивность этих тренировок. На какой-то тренировке вы тратили, допустим, у нас 3 тренировки в неделю. На какой-то из них вы сделайте интенсивность меньше, соответственно, вы потратите меньше калорий. А при том же рационе питания, который у вас сформирован, что произойдет? Вы просто израсходуете то, что вы съели, и все. Если вы интенсивность эту же оставите и ту же калорийность, которая была в снижении веса, вы также будете в дефиците, потому что энергии вы потратите больше, чем вы из пищи взяли. Понятно здесь? Либо интенсивность снижаем, сделали в одну тренировку растяжку, стретчинг, немножко йоги, но не такой энергозатратной, а какой-то легкой. Зарядочку, все, этого достаточно будет. Или просто вычеркнули один день из этих 3, просто вычеркнули, оставили 2 дня фитнеса. Я считаю, обычному человеку вполне достаточно 2 дней в неделю нормальных тренировок, плюс утром зарядочка, вечером как-то потянулись после работы, привели себя в форму, отдохнули, все. Тем самым мы уже создали баланс, скажем, мы съели и потратили ровно столько, чтобы удержать этот вес. Просто, просто. Но нужно для себя выбрать. Конечно, можно скомбинировать и пересмотреть, и интенсивность расхода калорий. Далее, можно еще поступить другим путем. Но я этот вариант не рекомендую. Это экспериментальный метод, то есть мы, имея весы, мерная лента, и ничего не меняем, что-то просто подключаем, что-то убираем, экспериментируем и смотрим на весы. Прибавляются ли килограммы и что у нас происходит с объемами. Если килограммы в принципе не сильно прибавляются, там плюс 300, 500, 800 грамм за месяц, допустим, да, но мерная лента показывает, что мы прибавили пару сантиметров в объеме, что это нам говорит? О том, что у нас прибавился жир. Соответственно, это не есть хороший вариант. Когда у нас мерная лента сигналит нам, это показатель о том, что качество тела меняется, состав тела его ухудшается. И здесь, я думаю, понятно. Что делать, чтобы не набирать вес в виде жира? Соответственно, вы должны понимать, как вообще процесс жиросжигания происходит в организме. Вам помогут вот эти видео. Переходите, смотрите, ссылки все в описании. Увидимся. Пока. Всем добра, мира и позитива.